Так что же со мной произошло за последние 5 лет? Как я вам рассказал на предыдущем видео, раньше я жил в Украине, но в 2021 году я уехал из Украины. На этом видео я вам расскажу немного про причины, про которые я уехал из Украины и в какую же страну я переехал. До 2021 года я проживал в Украине. В начале моего переезда туда мне все очень нравилось, потому что было другое, было все новое, и мне было интересно изучать язык и культуру, и узнавать Украину поближе. Я путешествовал очень много по Украине, побывал в очень многих городах, и на самом деле мне все очень сильно нравилось. Но потом в какой-то определенный момент я начал чувствовать себя странно. Мне не хватало солнца, мне не хватало теплой зимы, серое небо и очень холодная и суровая зима меня немного напугало, на самом деле, честно сказать. И я решил, что нужно переехать дальше, потому что всю жизнь там я не смог бы, наверное, прожить, и поэтому решил, что нужно что-то сделать. И в итоге я начал изучать, куда же я могу поехать. Вначале я рассматривал Соединенные Штаты Америки для переезда. Очень долго я интересовался, смотрел видео, читал, и в итоге понял, что Соединенные Штаты Америки – это одна из самых сложных стран для переезда. Знаю, что очень многие переезжают туда, и очень многие обустраиваются хорошо, но там очень много вопросов, про которых не говорят те же блогеры, которые рассказывают о прекрасной жизни в Америке. Я знаю, что если ты обустроишься, все у тебя может получиться, все будет хорошо, но весь процесс до этого, он очень сложный, потому что некоторые застревают на границе месяцами, некоторые идут в detention center на месяца. Я решил, что это не самый лучший вариант. И начал рассматривать европейские страны. Изучая европейские страны, я понимал, что один из самых лучших вариантов – это Германия по прибыли и по развитию экономики. Но Германия тоже очень холодная страна. Мне хотелось что-то между, чтобы была страна комфортная для жизни, солнечная, но при этом развитая. И я начал рассматривать как вариант Испанию. Начал очень много изучать, спрашивать, у меня знакомые уже на это время проживали тут, спрашивал у них, как можно переехать, легко ли получать документы, обустраиваться, язык и так далее. Спустя несколько месяцев очень долгой работы я решился все-таки приехать в Испанию. Сейчас я проживаю в Испании, и на самом деле я никогда раньше не думал, что я когда-то буду жить в какой-то европейской стране, потому что Европа для меня всегда была как-то где-то там и что-то необузданное. В итоге я решился, я купил билеты, приехал в Мадрид и начал весь процесс легализации здесь, в Испании. В начале, первые 3 месяца моей жизни тут, я жил в Мадриде. Мне Мадрид очень сильно понравился, но все-таки думаю, что это не город для комфортной жизни. Это город для людей, которые хотят быть постоянно в движении, хотят иметь жизнь очень быстрым темпом. Но я этого не хотел, я хотел что-то более спокойное, более безопасное, более комфортное, и начал рассмотреть другие города. Самым лучшим вариантом для меня был город Валенсия, где я сейчас проживаю, потому что Валенсия небольшой город, но при этом не маленькая деревня. Тут проживает около 1 миллиона человек, и тут есть все, что понадобится молодому человеку, который только переехал или же хочет развиваться и обустраиваться. Также в Валенсии есть пляж, что очень важно для меня, потому что я в Баку, у нас везде пляжи, и всю жизнь мы едем на пляж, это что-то очень нормальное летом, и без пляжа, без моря рядом это очень сложно. Я думаю, что люди, которые родились и выросли в городах у моря, меня поймут, так что я выбрал Валенсию и приехал в Валенсию. Это все произошло в 2021 году. И здесь же я начал всю документацию, начал легализацию, и спустя некоторое время я получил вид на жительство. Вид на жительство я получил постоянное,
Но уже прошло 5 лет, поэтому я имею право податься на гражданство. О чем я вам расскажу в отдельном видео очень подробно, потому что это очень интересный и очень серьезный процесс, который я уже начал. Так что я набрал достаточно хороший опыт за эти 5 лет, сделал всю документацию сам, без помощи адвокатов, так что знаю и разбираюсь достаточно хорошо во всех процессах. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь на меня, это очень большая мотивация для меня, чтобы продолжать снимать и выкладывать видео для вас. И на следующих видео я буду рассказывать вам про все легальные способы, как переехать в Испанию, как получать документы, как легализоваться и обустраиваться здесь самым быстрым и легким способом. И очень скоро увидимся на следующем видео.